Всем привет! Хочу поделиться обновкой. У меня появился вот такой вот ночной светильник светоидный в виде красивого деревца. Я в предыдущем видео показывала гирлянду в виде дерева на солнечных батареях, но, к сожалению, она оказалась неисправной, и мне ее пришлось вернуть. И я нашла альтернативу очень хорошую вот в виде такого вот ночного светильника. Он работает как от батареек, так и от сети. И мне с ним очень уютно и комфортно работать по вечерам. Создается такая атмосфера новогодних каникул. Сразу поднимается настроение, становится праздничным. В общем, у меня такое уже новогоднее настроение, несмотря на то, что до Нового года еще полмесяца целых. Возможно, еще это связано с тем, что я нахожусь уже наконец-то в своем доме. Мне здесь невероятно комфортно и, конечно же, хочется поскорее обустроить свой дом к Новому году. Всем привет! У нас сегодня на улице уже минус 15, не такой сильный мороз. Вот такие красивые пейзажи у меня открываются с веранды. Посмотрите на поля, очень красиво. И я хочу вам похвастаться своей обновочкой. У меня, значит, появились санки-волокуши вот такого красивого цвета. Заказала их на Вайлдберрис вместе с комплектом этих, веревочек, за которые можно их тащить. Вот, они достаточно вместительные, и будет удобно мне в них дрова, там хворост возить с участка. Сегодня у нас вот такое солнышко, и я по традиции иду выкидывать мусор, и в магазин иду в обед купить себе что-нибудь покушать, потому что последние 2-3 дня я практически ничего не ела. Прям в самый мой день рождения я заболела, у меня была температура до 38, и я не могла ничего есть. Это была не простуда никакая, ничего. Я съездила в город в гости к племешам и заразилась там от них какой-то ротавирусный, который они из детского сада там или из школы кто-то принес. Вот. И меня... мне очень было нехорошо, короче. Все, день рождения я провалилась с температурой, читаю ваши поздравления. Спасибо вам огромное за все поздравления. Но, слава богу, я накануне успела снять видеоролик коротенький для вас о том, что делаю вам подарок в своем телеграм-канале. У меня там есть фотографии для вас в подарок. Кто еще не был, заглядывайте. Интересно, как получается. Я снимаю свои видео только практически, вот знаете, когда гуляю, когда созерцаю что-то. И мало снимаю, когда что-то делаю. Почему? Потому что, руки просто банально не доходят до этого. Нету времени даже на съемку иногда. Бывает так, что нужно скорее что-то сделать, потому что за этим делом идет другое дело. А, как вы понимаете, снимать дополнительно, это, конечно же, дополнительные затраты по времени. Вот. И получается, у меня свободное время для съемок только когда я, вот так вот гуляю, что-то созерцаю. И у зрителей создается впечатление, что я только гуляю, восхищаюсь природой и ничего не делаю. Хотя, я столько всего делаю. Но реально некогда мне это снимать, ребят. Какие-то кусочки своих дел я снимаю. Но, знаете, вот действительно нужно потратить время, там выставить штатив определенным образом, поставить определенным образом камеру, чтобы она меня снимала с нужного ракурса, чтобы вам все было видно. Там, столько заморочек. Нужно смотреть, там не села ли батарейка у телефона. Получается, что я не дело делаю, да, а вожусь с камерой. И на камеру это уже что-то получается неестественное. В общем, я к чему все это говорю? У меня такой контент получается.
легкий, не обремененный делами, создающий впечатление, что я бездельничаю. Но, блин, я реально очень сильно устаю. Особенно очень тяжело было последние дни, когда я болела. Мне нужно было топить с температурой, мне нужно было таскать дрова, топить печь. Что-то себе там элементарное даже не могла. Чаю заварить было настолько тяжело. И близкие не могли приехать, потому что тоже все заболели. Вот так вот получилось. Знаете, пока иду, у меня столько всего накопилось. Я читала комментарии ваши, пока лежала в постели. И вот один из повторяющихся комментариев на тему того, что я ставлю не ту музыку на видео. Нужно ставить русскую, нашу. Слушайте, в музыке отражается мое настроение. В той музыке, которую я оформляю свои видео, в ней отражается мое настроение, мое состояние. Оно передается зрителю. И понимаете, как получается? Получается, что я буду не я, если я буду ставить там какую-то кадышу с руссконародной песней. Не исключено, что у меня будет там какое-то настроение поставить вот такую музыку, да. У меня бывает такое, но бывают и другие настроения. С той музыкой, которая мне приятна, я ее ставлю. Понимаете, я не занимаюсь пропагандой русской культуры только потому, что живу в деревне. Тема домашнего уюта, домашнего очага есть в любой нации, в любой народности мира. И она, никак не привязана на 100% к русской культуре. Вот. И меня, кстати, смотрят зрители из многих стран, там, из Германии, Испании, кто там еще, из Англии кто-то тоже. В общем, много кто меня смотрит из разных стран. Я думаю, они подтвердят, что у каждой нации, у каждого народа есть тема уюта, деревенского быта, домашнего очага. Мой блог про это, скажем так, а не пропаганду какой-то нации. Вот, но, опять же, я говорю, что не исключено, что у меня может быть такое настроение, что я поставлю какую-нибудь Надежду Бабкину на свой видеоролик с русской народной песней. Знаете, у меня так спонтанно, это вот как вдохновение приходит, такую музыку я и ставлю. Короче, что я хочу сказать всем этим, да, то, что у музыки вообще нет нации, друзья мои. Музыка — это такая глобальная ценность, понятная многим на любом языке, любым народам мира. Вот так вот. Поэтому не цепляйтесь к музыке. Я не диджей, которому можно заказать, какую музыку поставить. Понимаете, это мой видеоблог. Если я буду под каждого подстраиваться, а вас на минуточку 22 тысячи уже, то это будет не мой видеоканал уже, понимаете? Это будет какая-то каша-малаша. Вот. Это то, что я думаю насчет музыки. Вот. Но я, конечно же, очень люблю свою страну, Россию. Очень люблю. Не исключено. Поэтому я в ней живу здесь. Но я не взаимоисключаю, понимаете, одно с другим. Я не занимаюсь разделением каким-то. Я за мир во всем мире, короче. И при этом люблю свою страну. Любила бы другой, жила бы в другой стране, понимаете? Но и в то же время я такой мультикультурный человек. Мне много может что нравится, даже диаметрально противоположного. И на видео вы видите только часть моей жизни, часть моих интересов. На самом деле у меня огромный, богатый внутренний мир, который еще не полностью раскрылся, наверное, на этом видеоканале. И он со временем будет, конечно же, раскрываться. Я думаю, вы будете узнавать меня с разных сторон.
Я бываю не только белый и пушистый, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Иду, тороплюсь в магазин, потому что сегодня должен приехать сантехник. Он был у меня вчера, поставил мне новый унитаз. У меня, ура, появился новый унитаз. Дело в том, что ванная у меня оборудована так, что вот предыдущие хозяева ее строили под ребенка. И там все такое крохотное, кукольное, маленькое, раковина маленькая, низкая, унитаз маленький, низкий для ребенка. Для взрослого не подходит. Еще плюс у меня потекла там труба. И сегодня он приедет доделывать трубу, чтобы она не замерзала, когда у меня будут сильные морозы, чтобы вода нормально сливалась из ванны. Вот. Ну, а летом мы с ним договорились, что он мне будет делать зимний отвод воды от дома до бани. Вот. Он объяснил, как это можно сделать. Все рассказал. И вот мы с ним договорились на лето уже оставить эту работу, поскольку сейчас в силу зимы никак невозможно ничего сделать. Вот так вот. Так что вот, у меня что-то снять для вас, друзья, получается только когда я либо куда-то иду, можно поговорить, рассказать что-то и показать. Либо когда я там на пару минут остановилась, полюбоваться чем-то. Вот, а на остальное просто нет времени. Реально. Просто вообще нет. Мой день начинается в 5 утра. Представьте, меня будут котята. Они голодные, кошки голодные. Они все мяучат. Володки какают. Все это, конечно же, пахнет. И вот эта вся чехарда, они бесятся с утра же. Играют. Меня все это будет. Я встаю, убираю лотки, кормлю их. Триша сейчас из-за того, что котята с ней пытаются играть, она не понимает этого, она их боится, шипит на них. И она очень сильно стрессует. И я ей выделила отдельное место на печке, где поставила ей еду, лоток. Так вот, она от страха уже настолько загналась этими котятами, что стала гадить на печке. То есть от стресса. И вот мне еще за ней приходится убирать. Еще каждое дело, которое я снимаю на видео, как я делаю, да, сразу же приходят комментарии вот на каждое дело. Что вот так вот неправильно пилить ветки. Не тем пилишь, не так пилишь. Не так заготавливаешь хворост. Вот это надо делать, а это не надо. Это вот так, а это не так. Короче, знаете, пилю я хворост пилой, потому что мне это удобно. Не пилю аккумуляторной пилой, потому что она сломалась. Тонкие ветки, конечно же, пилой не пилю, а ломаю руками. И топорик мне для этого не нужен. Топориком мне тяжело их раскалывать, особенно те ветки, которые по 10 сантиметров. И пишется это, как правило, мужчины в комментариях, даже не задумываясь о том, что сопоставляют свою силу мужскую с женской, да? Может быть, вам и легко топором одним махом ветку 10-сантиметровую расколоть. А мне вот нелегко, мне приходится возиться с этим топором. И проще пилой, короче, распилить, чем вот так вот мучиться. Вот, поэтому прежде чем вы пишете какой-нибудь поучающий комментарий, задумайтесь о том, насколько он уместен и сопоставим с моими силами. И вообще, то, что я показываю, вот, это не значит, что я что-то там не умею делать или что-то неправильно делаю, а просто я делаю то, что мне удобно, как мне удобно. Вот. Ну и, конечно, есть те комментарии, которые подсказывают, действительно, ну, дают ценные какие-то, дают какую-то ценную информацию.
Вот за это я, конечно, благодарна. Некоторые комментарии люди пишут очень деликатно, дают ценную действительно информацию, не навязывая что-то свое, да, не грубя, не осуждая. Вот такие комментарии для меня очень ценные, действительно, потому что люди не просто вот говорят это, я на своем опыте знаю, что так лучше, но у каждого опыт свой, извините меня, и силы у каждого свои, силы разные, и возможности разные. И, короче, пытаетесь, получается, люди некоторые пытаются собаки пришить пятую ногу. Извините меня, конечно, за сравнение, но действительно как-то так получается нелепо. Поэтому, знаете, мне даже вот уже не хочется снимать те работы, которые я делаю сама, да. Вообще, энтузиазм, если честно, пропадает, потому что такое ощущение, почитаешь в комментариях, такое ощущение, что я вообще ничего делать не умею, ничего не делаю. Вообще все, просто сижу и любуюсь тут красотами. Хотя, я дико сильно устаю. Я делаю за день столько, сколько бы на своей попе дома, сидя в квартире, никогда вы и не видели, наверное. Вот. И я очень сильно устаю, даже бывает не высыпаюсь. Даже бывает приходится делать вот какие-то дела, просто поддерживать элементарный деревенский быт, даже когда я заболеваю, понимаете, это еще тяжелее втройне. И потом я читаю такие вот комментарии о том, что я как-то не так делаю, что-то не так, что я неумеха какая-то. Я делаю то, что я могу делать и как я могу делать. И я считаю, что я сделала уже очень много своими силами. И все это я показываю видео. И показывала, как кошу траву. Есть у меня там видео, где я занимаюсь покосом травы. Рассказываю, что я выкосила, сколько я выкосила. Но люди, посмотрев только одно видео, они делают какие-то выводы. И все, они вешают ярлык о том, что здесь не покошено. И все, какое-то, знаете, у меня складывается впечатление, что у людей какое-то такое, знаете, клиповое мышление. Вот они увидели какой-то кусок видео, сделали какой-то вывод, у себя нарисовали в голове какую-то картину. И вот, значит, повесили эту картинку на меня и ведут с этой картинкой диалоги. Получается такая, знаете, легкая шизофрения. А в реальности все на самом деле другое. И мне очень часто в комментариях приходится перенаправлять людей на определенные видео, где я показываю, что я вот не делаю так, что у меня есть вот это, а этого нет. Объяснять, И я уже, если честно, замучилась. Каждый раз на видеоканал приходит новый поток подписчиков. И новенькие, как правило, они все не смотрят, они что-то одно смотрят и пишут свои умозаключения. И, знаете, получается, вы тоже тратите свое время зря, вместо того, чтобы досмотреть там до конца что-то и понять полную картину, да. И я свое время зря трачу на то, чтобы ответить на такой комментарий, дать ссылку человеку на видео, в котором есть та информация, о которой он пишет этот комментарий. Посмотрите прежде, пересмотрите все видео, сложите полноценную картину. И тогда уже сформулируйте вопрос какой-нибудь или умозаключение, и тогда будет это справедливо и не зазря, да, не в воздух ваши усилия уйдут. И мне будет интересно на такие комментарии отвечать и записывать видео. Вот. Я только начинающий блогер, можно сказать. Может быть, те люди, у которых там уже по 100 тысяч и больше подписчиков, они уже, наверное, спокойно ко всему этому относятся. А я такой человек чувствительный, эмоциональный.
И я не могу не реагировать на это. Хотя держусь до последнего иногда. Знаете, бывает даже пишут какие-то грубости. Вот я, например, очень сильно устала под вечер, просто валюсь с ног, хочу спать, открываю комментарий, а там какая-нибудь очередная тетенька пишет злобное какое-то оповещение мне о том, что, ну, в общем, я такое предпочитаю даже удалять и не отвечать на такое. Я даже, знаете, стала задумываться, не завести ли мне модератора специально, который будет читать эти комментарии, сортировать их и выцеплять оттуда действительно что-то ценное и передавать мне. Возможно, со временем появится такой человек у меня. Но пока я занимаюсь сама всем этим, понятное дело, что у меня не хватает на все времени, но когда вот появляется минутка свободная, я этим занимаюсь. Так что вот. Такой, знаете, сегодня получился видеовлог «Болталка». О том, как я опять иду по улице, любуюсь красотами и ничего не делаю. Хотя, блин, на минуточку, я сейчас тащу тяжелый рюкзак с продуктами. Дома у меня топится печь. Сейчас у меня обеденный перерыв. Я сейчас покушаю и сяду за ноутбук работать. Вот. Сегодня ко мне опять же должен приехать сантехник. Нужно его тоже встретить, все показать, рассказать, чтобы он все сделал. И под вечер я еще буду монтировать вот это видео для того, чтобы вы смогли его посмотреть. А на монтаж у меня выходит немало времени, скажем так. Это тоже определенные временные затраты. Плюс еще сейчас я очень рада тому, что меня заметили рекламодатели. И на них тоже приходится уделять определенное время. Там на оформление документов, подписание договоров, формирование чеков, создание рекламного контента. Тоже там есть определенные сроки у рекламодателей, под которые мне нужно подстраиваться. Ну, точнее, эти сроки устанавливаю я, но получается, что мы как бы договариваемся на определенное время с ними, да, и я сама себе ставлю дедлайн. То есть это тоже вторая работа, можно сказать. Вот так вот. А еще мне хочется уже испытать свои новые санки-волокуши. Но в эти выходные ко мне приедет племянник с мамой. Если мы успеем, то, может быть, испытаю на хворост напилю. Еще мне хочется нарядить елку искусственную. Я привезла ее из города. Хочу в дворе поставить себе искусственную елку, нарядить ее гирляндами. Вот такими, знаете, на световых батарейках. Много чего хочется сделать. Хочется докрасить стену, успеть. Хочется прибраться дома. Хочется вытащить длинную лавку из-за стола, который мне мешает все время жалюзи открывать и закрывать. Хочется поставить ее на улицу. Хочется в бане помыться, растопить баню. Я на этой неделе, к сожалению, не мылась, потому что болела. И мне было, очень слабое состояние. Не было возможности натопить ее. Знаете, очень много хочется еще чего сделать, но в сутках только 24 часа, к сожалению. И еще, знаете, у меня так сильно намело на участке. Была метель у нас тут 2 дня. И еще нужно почистить дорожку до бани опять. Вот, вчера сантехник приезжал, я чистила перед домом снег. А теперь до бани нужно еще почистить к приезду мамы и племянника. Вот. Короче, много чего мне еще хочется успеть сделать. Никак у меня времени на все не хватает. Ну, что успеваю, то и делаю. Что делать-то? А вообще, знаете, я стараюсь снимать такие, конечно, красивые кадры, когда на улице солнечно, хорошая погода.
чтобы у вас была возможность полюбоваться деревенскими красотами. А сегодня получился такой видеовлог-болталка. Сегодня у нас пасмурно, не очень-то солнечно. Но зато информативно получилось. Вообще, знаете, вот проживая вот такую вот кутерьму, да, постоянных дел, которые никогда не заканчиваются, которые нужно делать срочно. Некоторые нужно бросать, потому что появляются новые срочные. Что-то срочное. Вот. Я уже сделала такой вывод, что нужно в некоторый момент просто остановиться, все отпустить, голову свою беспокойную и успокоиться, сесть и отдохнуть. Потому что на отдых тоже нужно время. А если не будешь отдыхать, то можно заболеть. Вот, такой вот дзен. Нужно делать то, что можешь, и успевать еще отдыхать после этого. Ну вот, я пришла домой. Все, заканчиваю свой влог. Спасибо вам за внимание.